Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что наши страшные рассказы вам нравятся. А значит, и понравится наш второй канал НЛО «Страшные истории». Там вы найдете жуткие, невероятно страшные рассказы о том, какие жуткие вещи творят на нашей планете инопланетяне. Ссылка на канал болтается сейчас в правом верхнем углу экрана. Ну а я начинаю. В тусклом офисе, освещенный лишь холодным светом мониторов, вечер давно перешел в ночь. Сотрудники одной из токийских компаний, оставшиеся на сверхурочную работу, вяло переговаривались, прерываясь на редкие глотки остывшего кофе. Ощущение удушливой усталости витало в воздухе, усиливаясь давлением приближающегося дедлайна. Впереди была еще одна бессонная ночь, бесконечная таблица отчетов и диаграммы. Среди коллег пронеслась новая сплетня, как неуловимая тень, едва тронувшая края реальности. В сети появился сайт, на который лучше было совсем не заходить. Что-то, скрывающееся за простыми линками и невзрачными страницами, будто бы тянуло за собой темную энергию. За последние 2 недели 5 сотрудников этой и еще 3 соседних компаний странным образом погибли. Всех их находили в туалетах офисов, с искаженными гримасами ужаса и странными следами на теле. Последнюю жертву, как говорили, нашли вчера. Это был Мидзуока, один из айтишников. Его тело было найдено в кабинке туалета на 2-м этаже, упавший на колени перед унитазом. Он, казалось, пытался выцарапать что-то на кафеле. Все выглядело так, будто он до последнего боролся с чем-то невидимым, что заполнило его разум и подчинило тело. Смерть наступила мгновенно. Судя по записи камеры, он был живым. Сел на колени возле унитаза, бац, и смерть. Никто и так и не понял, как это могло произойти. Двери туалета были заперты изнутри, а записи видеокамер внезапно погасли, оставив лишь слабое шипение помех. Проклятие сети. Именно так окрестили сайт, появившийся из ниоткуда. Подлинное его название Курокуракай. Что-то вроде «мрачная тень». Звучало как фрагмент очередной страшной городской легенды. Ходили слухи, что сайт открывался сам без предупреждения. Сначала кто-то в компании наткнулся на него случайно с какого-то незнакомого форума или после перехода по ссылке из рекламного письма. Позже оказалось, что у большинства жертв сайт появился в истории браузера. Сам, без их участия. Пытались закрывать, удалять историю, но он возвращался. Всегда. Акада, младший менеджер по проектам, устало тер глаза. Он был одним из тех, кто не верил в подобные истории, отмахивался от сплетен. Все это походило на глупую шутку, на очередную мистификацию, которых полным-полно в интернете. Он снова отвлекся на табличке Excel, когда в его почтовом ящике появилось новое сообщение. Письмо, без отправителя и темы. Лишь одна ссылка, выделенная алыми иероглифами, словно написанная красными чернилами. Ты следуешь за тенью, или она следует за тобой. Акада нахмурился, пересматривая письмо. Он знал, что лучше проигнорировать подобное. Скорее всего, кто-то из коллег дурачится, пытаясь сыграть на нервах сотрудников. И все же рука сама потянулась к мыши. Один клик, и браузер открыл новую вкладку. Экран мгновенно погрузился в глубокую черноту. Пустота, окутывающая все пространство, казалось, всасывала в себе свет, и в центре появилась медленно пульсирующая полоска загрузки. Она тянулась медленно, словно бы сама программа сомневалась, стоит ли продолжать. Время будто замерло. Акада не заметил, как дыхание его стало прерывистым, а пальцы холодными. В динамиках едва различимо раздалось шипение, как будто кто-то дышал на другом конце провода. Когда сайт загрузился полностью, его встретила мрачная, выжженная страница. Лишь одно слово – Курокуракай, выцарапанное поверх полураспавшихся снимков. Сердце Акады забилось чаще. Он присмотрелся на фотографиях, хаотично разбросанных по странице. Были размытые силуэты, лица людей, искаженных до неузнаваемости. Казалось, изображения то и дело дрожали, вибрировали, словно еще живые. Каждое фото оставляло мерзкое, липкое ощущение, как будто смотришь на чужие страдания, и они тянутся за тобой, стремятся вытянуть из тебя жизнь. На следующей странице он увидел набор видеороликов. Названия не несли в себе смысла. Он пришел за мной, крик из тьмы, последняя запись.
Одно видео загрузилось само, прежде чем он успел кликнуть. Ролик был снят в пустом офисе. Неясные тени двигались на фоне белых стен. Но что-то в мелькнувшем на экране обстановке было до жути знакомо. Окада прищурился. Это был их офис. Тот самый, в котором он сидел сейчас. Камера медленно скользнула по коридору, открыла вид на двери кабинетов. Затем замерла перед дверью в туалет. Изнутри доносились звуки. Тяжелое шлепанье, как если бы кто-то молотил мокрыми руками по кафелю. Экран замер, а затем камера начала медленно поворачиваться к зеркалу напротив. В отражении Окада увидел размытое пятно. Неясную фигуру, высокую, искривленную, будто смазанную в движении. Он с трудом сглотнул. В горле образовался комок, глаза начали слезиться. Экран моргнул, и фигура, которая была на отражении, резко обернулась, двигаясь к камере. В динамиках раздался жуткий пронзительный визг, словно скрежет ножей по стеклу. В тот же момент свет в его кабинете замигал, обдал мертвенно-бледными вспышками стены и потолок. Окада вскочил с места, обернувшись. Пусто. Весь офис пуст. Только стулья, аккуратно расставленные, казались зловеще неподвижными. Экран компьютера вдруг погас. А затем снова загорелся, но уже показывал его лицо, его собственное отражение, бледное, с застывшими глазами. Камера ноутбука была направлена на него, но он не мог понять, как это возможно, если все программы были закрыты. Сообщение высветилось на экране, простое и жуткое. «Ты зашел слишком далеко. Теперь нет обратной дороги». Он попытался закрыть вкладку, но ничего не происходило. Экран стал мерцать, и внезапно что-то, что раньше пряталось в тени, начало проявляться. Черные линии, похожие на пальцы, словно бы стали вылазить снаружи. Паника вспыхнула в нем огненным жаром. Окада резко повернулся, выскочил из кресла и, запинаясь, бросился к двери. Рука дернула ручку, но дверь не подавалась. Он заколотил кулаком. Голос сорвался на крик, но никто не отвечал. Лишь его собственное дыхание, становившееся все более прерывистым. Неожиданно в кармане завибрировал телефон. Он схватил его, надеясь, что это кто-то из коллег или службы безопасности, но на экране высветилось сообщение. «Ты не один». Прежде чем он успел сообразить, что это значит, свет в офисе вновь замигал, а в глубине появился силуэт. Высокий, искривленный, двигающийся с болезненной ломающейся походкой. Существо, если это вообще можно было назвать существом, протянуло к нему длинные, тонкие руки, словно бы прося о помощи. И в следующий момент его лицо оказалось прямо напротив Окады. Звук рвущегося воздуха, шорох когтей по стеклу и тьма окончательно поглотила все. Сплетни о произошедшем с Окадой распространились по офису молниеносно. Никто не знал деталей, но в воздухе висел невыносимый гул тревоги. Сначала люди перешептывались, затем начали паниковать. Руководство попыталось все заметить, распуская слухи о том, что у сотрудника случился приступ, или что он принял что-то запрещенное. Но когда следующего сотрудника нашли мертвым, в том же месте, с теми же жуткими искажениями на лице, страх поселился в сердцах навсегда. Каждый шаг по коридору, каждый звонок или мигание экрана становились для людей сигналом к бегству. Мари, девушка из соседнего отдела, работала в компании меньше года. Она пришла на работу сразу же после университета, с новыми мечтами и амбициями. Ее приглушенный голос и вежливая улыбка нравилась коллегам, но в последние дни она едва смотрела в глаза. Окружающие заметили, что она стала беспокойной и нервной. Больше не задерживалась в офисе после 5, хотя раньше была известна своим рвением и готовностью оставаться допоздна. Сначала ее избегали расспрашивать. У каждого свои причины для усталости. Но как только умер Окада, Мари стала объектом общего интереса. На следующий день после его смерти ее не было в офисе. Никто не знал, что случилось, пока она не объявилась в чат-группе компании, оставив несколько тревожных сообщений. Он следит за нами. Нельзя открывать его снова. Я видела, как он тянется сквозь экран. Сообщения прерывались, запутывались в хаосе знаков и символов, как будто сама программа пыталась скрыть смысл слов. Коллеги растерянно переглядывались, не зная, как реагировать. Сообщения продолжали поступать, одно за другим, пока, наконец, все не закончилось коротким, леденящим душу. Прощайте.
На следующее утро ее нашли в женском туалете, запертой в последней кабинке. Ее волосы стали седыми, а тело совершенно обессиленным, будто все жизненные силы высосали мгновенно. Полиция вновь объявила, что это самоубийство, но на стене, оцарапленной ногтями, осталась неприметная надпись: «Он тянет за собой». Все выглядело так, будто Мари пыталась сообщить о чем-то важном. Но что это было? И почему все жертвы, кроме Акады, погибли именно в туалете? Никто не знал ответа. В офисе наступила ледяная тишина. Бросив работу, несколько сотрудников тут же уволилось. Тишина заполнила пустующие кабинеты, словно призрачная память о том, что здесь было еще недавно. Оставшиеся цеплялись за работу, как за последний осколок нормальной жизни, не смея нарушить установленный порядок вещей. Никто не хотел обсуждать произошедшее. Никто, кроме одного человека. Рю Хиросе, блогер и исследователь городской мистики, давно стал скептиком. Он провел годы, разоблачая мистификации и псевдонаучные истории, путешествовал по заброшенным местам и искал логические объяснения всему, что другие считали сверхъестественным. Его небольшая квартира, заставленная камерами и ноутбуками, служила одновременно и рабочим местом, и убежищем от окружающего мира. Когда до него дошли слухи о странных смертях, он сначала отмахнулся. «Очередные офисные байки», — подумал он. Но затем увидел кадры с камер наблюдения, случайно оказавшиеся в сети. Запись камеры в туалете не оставила его равнодушным. Мари вошла туда за несколько минут до своей смерти. Судя по таймингу, дверь оставалась запертой. Никто не входил, никто не выходил. А затем камера начала дрожать, изображение задергалось, появляясь и пропадая в рваных вспышках. Мари прижималась к углу. Взгляд ее был прикован к экрану телефона. У нее дрожали губы, и хотя звука не было, Рю легко представил, как она что-то шептала, в отчаянных попытках объяснить происходящее. Изображение вдруг стало рябить, покрываясь трещинами, как будто само пространство ломалось, прогибалось под неведомым давлением. В какой-то момент на экране возникла тень, размытый силуэт. Он будто бы тянулся из самой камеры. Заполнил собой все пространство вокруг нее. Тело Мари начало подергиваться, дрожать, а затем, неестественно изогнувшись, она застыла на месте. Тень обвила ее, и экран погас. Когда изображение вернулось, девушка уже лежала на полу, будто выжатая до последней капли. Рю почувствовал, как что-то холодное коснулось его разума, пробежало по коже, заставив волосы встать дыбом. «Что за чертовщина?» Пробормотал он, откинувшись на спинку стула. Логика отказала ему. Никаких физических воздействий, никто не проникал в здание. Но это не могло быть совпадением. У него в голове крутилась мысль. Если они все видели одно и то же, если сайт действительно существует, может ли он сам быть тем, кто уносит жизни? Он открыл браузер и начал искать. Куро Курае, проклятие сети, темная тень. Ключевые слова выскакивали одно за другим, но ничего из результатов не давало точной наводки. Все было слишком разрознено. Отрывки рассказов, обсуждения на форумах, странички однодневки. Но ничего конкретного. Пока Рю не наткнулся на заархивированную страницу одного из блогов, давно стертую из интернета. Блог принадлежал человеку по имени Такеши Нагасава, сетевого аналитика, который упоминал о сайте в одном из своих постов еще несколько лет назад. В записи говорилось о том, что Куро Курай был создан хакером или группой программистов-энтузиастов, чтобы исследовать цифровую смерть. Суть сайта заключалась в том, чтобы найти самую первичную человеческую эмоцию – страх. Посты Такеши напоминали безумный бред. Говорилось о попытках манипулировать сознанием через визуальные образы, о множественных самоубийствах среди тех, кто взаимодействовал с сайтом. А потом блог исчез. И сам Такеши исчез тоже, без следа, словно его никогда не существовало. Рю сохранил страницу и снова откинулся назад. Слишком многое указывало на нечто большее, чем просто байку. И если у сайта действительно была такая цель, он должен был выйти за рамки обычного программного кода. Впрочем, если это правда, почему никто не заблокировал его? Почему полиция не сделала ничего?
Рю снова открыл браузер. Он на мгновение замер, собираясь с мыслями, а затем, почувствовав неприятное покалывание в кончиках пальцев, вбил адрес вручную. Страница медленно загрузилась, встречая его все тем же мертвенно-черным экраном. Но на этот раз казалось, что слова, появившиеся на нем, обращались лично к нему. Ты ищешь ответы, но готов ли ты встретиться с вопросом? Едва успел он прочитать это, как экран мигнул, а затем снова погрузился в темноту. Комната вокруг, вдруг померкшая, будто бы сама реальность, начала дрожать, искажаться. Перед глазами мелькнули те же размытые фотографии, искаженные лица, пустые комнаты, зеркала, в которых что-то пряталось. Легкая рябь проскочила по экрану, а потом появилось лицо, бледное, искаженное, чуждое, неестественное, и через мгновение оно стало разрастаться, вытягивая неясные формы рук, пытаясь прорваться сквозь экран. Рю Хиросе сидел в тишине своей квартиры, словно весь мир замер на грани какого-то ужасного открытия. Комната вокруг потеряла привычные очертания. Все, что раньше казалось таким обычным. Полки с книгами, монитор, клавиатура теперь выглядела зловеще и чуждо. Его пальцы дрожали, пока он стучал по клавишам, перенося на экран мысли, которые лихорадочно крутились в его голове. Лента на форуме, куда он пытался загрузить свои находки, бесконечно крутилась, но сообщения не отправлялись. Что-то блокировало его попытки донести до людей информацию о том, что он узнал. Сайт Курокурай был чем-то намного большим, чем просто сборище жутких картинок и мистических слухов. Когда он снова открыл архивную страницу блога Такеши Нагасавы, то заметил новую строку, которой не было ранее. «Тебя тоже нашел Курокурай. Тебе не скрыться. Ты уже внутри». Эта фраза была адресована ему, хотя он не оставлял никаких комментариев, не регистрировался и даже не входил в блог под своим именем. Она словно ожидала его появления. Экран начал дрожать, и вдруг окно браузера мигнуло. Затем текст стал искажаться, превращаясь в рваные линии. Чувство, что кто-то или что-то тянется через сеть прямо к нему, стало невыносимо реальным. Словно потусторонняя рука проникает в его сознание, вплетаясь в каждую мысль. Вдруг на мониторе высветилось новое сообщение. «Ты следуешь за тенью, но уже не сможешь остановиться». Пот заливал его лоб, сердце бешено колотилось. Рю поспешно закрыл ноутбук и вцепился в его крышку, пытаясь унять нарастающую панику. Что он сделал? Он знал, что с этого момента уже не сможет просто так выйти из игры. Все, что оставалось, продолжать копать глубже. Он снова открыл ноутбук, набрал очередной поисковый запрос. Пользователи, исчезнувшие после посещения Курокурай. Экран тут же заполнился статьями и форумными обсуждениями. Среди них выделялись несколько случаев Айка Танака, 27 лет, покончила с собой после того, как случайно открыла сайт через корпоративную сеть своего офиса. Исчезновение Хидео Сато, 35 лет, младший разработчик, которого, как говорили коллеги, видели, бормочущим про тень, следующую за ним. Он внезапно исчез, оставив в компьютере лишь один файл. Видеозапись, где он изувеченный что-то шептал в камеру, прежде чем внезапно оборвать запись, на которой замерла его собственная гримаса, перекошенная ужасом. Все эти случаи связывала одна деталь. Перед исчезновением люди запирались в туалетах, а на их телах не находили следов физического насилия, за редкими исключениями, когда жертва калечила себя сама. Кроме того, часто обнаруживались темные, обгоревшие пятна на коже, как если бы что-то невидимое пыталось вырваться наружу. Рю не заметил, как время пролетело. Когда он оторвался от экрана, было уже раннее утро. Он открыл окно, впустив свежий воздух, но это не помогло развеять липкое чувство тревоги. Стоило ему сделать вдох, как раздался звонок в дверь. Он вздрогнул, пытаясь сфокусироваться на реальности. На пороге стоял пожилой мужчина в потертом сером костюме, с усталым лицом и сидеющими волосами, но в глазах его горел странный огонек настойчивости. Не успел Рю задать вопрос, как тот сам заговорил. «Вы, наверное, Рю Хиросе, блогер. Вы интересовались Курокурай. Меня зовут Асана Такеши, и мне нужно поговорить с вами, прежде чем он найдет вас». Имя прозвучало как удар грома. Такеши. Это мог быть тот самый человек, упомянутый в блогах. Тот, кто бесследно исчез.
Но если он перед ним, то это значит, что... Почему вы здесь? Вы ведь исчезли. Выдавил Рю, делая шаг назад. Мужчина вошел внутрь, плотно закрыв за собой дверь. «Не исчез, а спрятался», — грустно усмехнулся Асана. «Он хочет нас найти, всех, кто знает о нем, и не отпустит, пока мы не испаримся, не сгинем в его тени. Я был глуп, когда пытался найти ответы. Ты, как и я, зашел слишком далеко». Асана оглянулся, словно проверяя, не слышит ли их кто-то еще. «У тебя есть только два выхода — спрятаться или сгинуть. Вы говорите о Сайте, как о живом существе». Рю с трудом удерживал голос от дрожи. «Что это вообще такое? Вы думаете, что Сайт может убивать?» «Сайт — это лишь дверь», — отрезал Асана. «А за дверью скрывается нечто ужасное. Слишком долго мы считали, что информация — всего лишь текст на экране, поток данных. Но есть вещи, которые обитают за пределами обычного понимания. Они могут быть где угодно — в сети, в зазорах между цифрами и буквами, в самих тенях. Когда ты входишь на сайт, он начинает вытягивать из тебя жизнь, твое «я». Все, кто пытался его закрыть или удалить, становились жертвами. Так было и с Акадой, и с Марией, и с другими. Но кто, черт возьми, это создал? Взорвался Рю. Его руки дрожали. Почему это вообще существует? Асана вздохнул, медленно опускаясь на стул. Мы сами. Мы создали его как попытку. Мы думали, что можем заглянуть за край реальности, переписать сознание, соединить его с сетью. Это я и еще несколько программистов, философов, теоретиков. Кура-кураи – результат этой работы. Но то, что пришло в сеть, было чем-то иным. Оно использует нас, чтобы становиться сильнее. Каждый раз, когда кто-то входит на сайт, когда кто-то смотрит на те проклятые страницы, оно запоминает их, поглощает. Твоя смерть или безумие лишь питает его. И как с этим бороться? В голосе Рю зазвенел металлик отчаяния. Он стиснул кулаки так сильно, что ногти врезались в ладони. Никак. Оно не может быть уничтожено. Голос Асана стал приглушенным. Единственное, что ты можешь сделать, это попытаться предупредить других. Но как только ты попытался рассказать правду... Он бросил взгляд на выключенный экран ноутбука. Оно уже здесь. Как будто подтверждая его слова, ноутбук внезапно сам включился. Экран мигнул, и на нем появились слова, простые и жуткие. «Асана, Асана, ты привел мне еще одного». В комнате стало душно. Электричество дрожало в проводах, едва уловимое гудение заполнило воздух. Свет вспыхнул и тут же погас, оставив их вдвоем в кромешной тьме. Асана вскочил, его лицо исказилось от боли. «Нет, нет!» — закричал он, сжав голову руками. «Уходи! Это уже не ты! Ты не должен был приходить!» Он бросился к двери, пытаясь вырваться наружу, но едва успел дотронуться до ручки, как его пальцы начали дрожать. Затем скрутились, словно у куклы, чьи суставы ломали невидимые силы. «Оно здесь», — прошептал Асана, упав на колени. Из горла его раздался странный хрип. Рю, замерев от ужаса, наблюдал, как тело мужчины стало извиваться, а затем резко выгнулось, как марионетка на нитях. Что-то невидимое, холодное проскользнуло по комнате, приглушая все звуки. Последний крик Асана, полный ужаса и боли, прорезал тишину, пока его глаза не застыли в неподвижной гримасе ужаса. Тьма в комнате сгустилась и, казалось, стала сгущаться прямо над телом, затягивая его внутрь, пока Асана не исчез, оставив после себя лишь слабый запах озона и невидимое, давящее присутствие. Рю остался один. Квартира окуталась глухой, удушающей тишиной, как будто сама реальность взяла паузу перед последним актом трагедии. Рю Хиросе сидел на полу, уставившись на то место, где только что исчез Асана Такеши. Все, что осталось от старика, это слабый запах озона и легкий пепельный след, словно его тело испарилось. Рю ощущал, как по венам растекается холодный пот. Пальцы не слушались, колотя клавиатуру в панике, пытаясь удалить все, что связано с Кура-Скурай. Но файлы открывались снова и снова, как бы он ни старался закрыть их. Его сознание лихорадочно искало выход. Какой-то путь к спасению должен быть. Но чем больше он пытался найти ответы, тем сильнее казалось, что что-то давит на разум, заставляя сердце биться в рваном ритме. Экран снова мигнул, и на нем появилось новое сообщение.
Ты один, но не уйдешь. Теперь и твоя жизнь — моя часть». Рю вздрогнул. Казалось, что слова словно капают с экрана, отравляя все вокруг. Он начал захлебываться собственными мыслями. Все поплыло перед глазами. Реальность стала искажаться, пульсируя, как бьющаяся артерия. На экране вновь возникло изображение, смазанный силуэт, который потихоньку приобретал более четкие черты. Это был он. Лицо Рю, застывшее в выражении невыносимого ужаса, будто он смотрел на самого себя в последний момент жизни. Он попытался закрыть ноутбук, но пальцы будто приросли к клавиатуре. Зрачки расширились, когда текст на экране стал стремительно меняться. «Ты стал частью моей тени. Иди в свой последний путь». Комната дрогнула. В тот же момент экран вновь вспыхнул белым светом, а затем погас. Гулкое молчание заполнило все пространство. Рю огляделся. Вокруг него словно возникли тени, едва различимые, смазанные. Они окутывали комнату кольцом. Прежде чем он успел понять, что происходит, из коридора донесся тихий протяжный скрип. Дверь в туалет медленно открылась. Ощущение абсолютной тишины и пустоты проникло в его сознание, вызывая рвотный рефлекс. Что-то тянуло его туда. Его тело начало двигаться само по себе, словно за ниточки его марионетки дергали невидимые пальцы. Он поднялся на ноги, ноги медленно потащили его к раскрытой двери. «Нет, нет, нет, нет», — шептал Рю, тщетно сопротивляясь. Он пытался остановиться, но шаги продолжались. Ему казалось, что стены и мебель комнаты исчезают. Растворяются, уступая место какому-то мрачному, неестественному пространству. Тени издавали едва слышное шептание. Из них проступали и исчезали тонкие пальцы, изломанные лица, будто пытающиеся прорваться наружу. Порог ванной комнаты, который он пересек, стал границей между двумя мирами. Обычное пространство искажалось. Пол здесь был залит черной вязкой жидкостью, зеркало покрыто трещинами, из которых сочилась багровая субстанция. Вокруг стоял смрадный запах, от которого першило в горле. В дальнем углу комнаты, напротив умывальника, стояло нечто. Высокая фигура, искривленная и нечеловеческая, ее руки опускались до пола, а голова наклонялась под углом, невозможным для человеческого тела. Существо медленно, неторопливо повернуло свою уродливую голову к нему, открывая безглазую пустую маску, на которой лишь угадывался контур рта. «Что? Ты...» — выдавил из себя Рю, задыхаясь от страха. Слова застряли в горле, сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот вырвется наружу. Существо сделало шаг вперед, и тени вокруг ожили. Они заполонили пространство, закружились вихрем, окружая его. Они вплетались в его разум, разрывали воспоминания, заполоняли все его сознание. Перед глазами начали мелькать фрагменты жизни, его детства, первый день в школе, безликие лица одноклассников, искаженные, уродливые. Затем его юность, рукопожатие, студенческие годы, первая любовь. Все искажалось и растворялось в тени, пока не осталось ничего, кроме этой комнаты, этого существа и его собственного искаженного отражения в треснувшем зеркале. Существо подняло свою длинную, жуткую руку и указало на зеркало. Рю попытался отвести взгляд, но не смог. В отражении он увидел самого себя, но теперь лицо его было вывернуто, будто скручено неестественным усилием. Тень, искаженная и деформированная, напоминала его самого, но со стеклянными, пустыми глазами. Внезапно существо издало резкий, рвущий уши звук, нечто среднее между криком и смехом. Звук заполнил всю комнату, отзываясь вибрацией в костях Рю. Затем тьма начала стягиваться внутрь него, затягивая, словно невидимый водоворот. Оно пыталось поглотить его целиком, ввести его сущность в этот мир теней. Он задыхался, чувствуя, как жизнь покидает его. Рю вытянул руку, пытаясь дотянуться до зеркала, с последним усилием пытаясь оттолкнуться от липкой черноты. Едва пальцы коснулись поверхности стекла, комната взорвалась светом, и он снова оказался перед экраном ноутбука. Он дышал тяжело, его рубашка была насквозь мокрой от пота. Тишина вокруг оглушала, но на экране его ждало новое сообщение. «Добро пожаловать домой, Рю. Теперь ты один из нас». Рю медленно поднял голову и увидел свое лицо в отражении экрана. Но это был не он.
Тень, выглядывающая из-за его плеча, была ужасающе реальна. Существо позади него улыбалось, а затем начало медленно растворяться, оставляя после себя лишь безликую пустоту. В ту ночь соседи слышали, как он кричал. Звук этот прерывался, а затем замолкал навсегда. Наутро, когда полицейские взломали дверь, их взору открылось страшное зрелище. Тело Рюхеросе лежало в ванне. Его лицо было застывшим в жуткой улыбке. Глаза широко раскрыты, будто он пытался увидеть что-то, но уже не мог. Никаких следов борьбы или проникновения, только его собственная рука, крепко сжавшая телефон, на экране которого все еще светился сайт Курос Курай. Камера смартфона включилась сама собой. На экране снова появилась надпись: «Теперь и ты смотришь, теперь и ты следуешь за тенью». Файл тут же загрузился в сеть, распространяясь с невероятной скоростью. Все больше и больше людей видели это сообщение, и никто не мог понять, как его удалить. Новый пользователь заходил на сайт и исчезал. Так продолжалось снова и снова, пока сайт не перестал быть просто набором страниц, а стал порталом для невидимой тени, стремящейся вырваться наружу. Проклятие продолжалось, а Куро-Курай набирал силу, блуждая в лабиринтах сети и продолжая свое жуткое, бесконечное шествие за новыми жертвами.